Всем привет! С вами новости шоу-бизнеса. В среду, 26 апреля, чемпионка Европы и Олимпийских игр Камила Валиева отметила 17-летие. Всего за несколько лет девушка проделала путь от малоизвестной юниорки до одной из сильнейших фигуристок планеты. Удивляться здесь нечему. Ученица Этери Тутберидзе еще в начале карьеры показала, что с характером у нее все в порядке. Жуткий перелом и месяц без движения не стали приговором для юной спортсменки. Пережив серьезную травму, она оперативно восстановила форму и триумфально вернулась на лед. Иначе как подвигом это не назвать. В сезоне 19-20-х годов в женском одиночном катании моду продолжали задавать россиянки. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова блистали на международных турнирах. Однако самые прозорливые болельщики уже тогда предполагали, что на играх в Пекине у нас будет новая звезда. 13-летняя Валиева просто разрывала юниорские соревнования. Камила дебютировала на международном уровне на этапе юниорского гран-при во Франции и сразу же оказалась на первой строчке. Недочеты короткой программы наша спортсменка сполна компенсировала в произвольной, набрав в сумме более 200 баллов. Этапы в США и Латвии Валиева пропустила, зато выступила на родине. На домашнем этапе юниорского гран-при россиянки не пустили на пьедестал никого из конкуренток. Бронза досталась Виктории Васильевой, серебро Ксении Синицыной, а главная награда Валиевой. С четверным тулупом и общей суммой в 221,95 балла ученица, воспитанница Хрустального, проложила себе дорогу в финал. Вот только шансов выступить в Турине, где проходили главные старты сезона, почти не было. Я сломала ногу после юниорского этапа Гран-при, месяц лежала без движения, я вышла на лед и мне сказали, что к финалу Гран-при через месяц я не успею подготовиться, делилась воспоминаниями Камила в беседе со Спорт24. Однако юная спортсменка решила пойти на риск, помогла мотивация от Тутберидзе. С болью, но сильным желанием подготовиться к одному из главных стартов сезона Камила все же набрала форму, не самую лучшую, но достаточную для достойного выступления. В Турине Валиевой пришлось обойтись без элементов ультра-си. Это могло только усугубить проблемы со здоровьем. После короткой программы российская фигуристка была четвертой. Выше оказались коллеги по сборной Ксения Синицына и Дарья Усачева, а также американка Алиса Лю, в арсенале которой имелись тройной аксель и четверной луц. Наверняка в тот момент Камила имела все основания задаться вопросом, а стоило ли форсировать восстановление, но чисто отработанная произвольная программа дала однозначный ответ. По сумме двух прокатов Камила сенсационно оказалась первой. Хореограф Хрустального Даниил Глейхенгаус после столь успешного возвращения Камилы называл девушку настоящим героем. Проделать путь к первой ступени пьедестала всего за месяц дорогого стоит. Конечно, отсутствие четверных прыжков бросалось в глаза, но специалист объяснил, что их еще не успели восстановить, а потому решили обойтись без лишнего риска. Уже на первенстве России в Саранске Валиева зашла сразу на 2 четверных тулупа, один из которых исполнила без помарок. В результате первое место и 238,7 балла. Удивительно, но после травмы и оперативного восстановления оценки оказались даже выше, чем до проблем со здоровьем. Победа на юниорском чемпионате мира в том же сезоне только подтвердила догадку: эту спортсменку никакие трудности не смогут остановить. Именно эта черта характера заставила всю Россию переживать за Камилу в разгар пекинской допинговой истории, за которую мы и сейчас продолжаем переживать, ведь Валиева заслужила справедливого вердикта. На этом сегодня все, а я приглашаю вас обсудить великие достижения наших непревзойденных фигуристок в комментарии под этим видео.